Какого числа вы посеяли? Посев томата был 5 января. Высадка в эту теплицу была 22-23 февраля 45-47-дневной рассадой. Угу. Вы уже собрали здесь первую и вторую кисть, да? Да, первую и вторую кисть, ну так как у нас проводили семинар, поэтому долго висела. Но по сути первую кисть мы могли уже собирать где-то числа 12-15 мая. Угу. Используете такие клипсы для... Кистедержатели, да. Кистедержатели. Клипсы у нас вот вверху, которые поддерживают уже непосредственно само растение. Потому что это не огурец, он не крутится уже под самым верхом, легко ломается, поэтому вверху... Используете вот такие клипсы, да? Да. А на кистях самих это кистедержатели. Вот, для того, что немножко в этой теплице мало света, так бы сказать, в феврале месяце было. Растения немножко тянулись, кисть была под острым углом. И, соответственно, при нагрузке она могла передавливаться. А чего вообще, Миша, вопросы такие зрители часто задают? Кисть ломается, заламывается. Почему такое происходит? Заламывается это за счет того, что по мере ее роста недостаток света, из-за этого кисть растет вверх. То есть как бы вытягивается. И по мере нагрузки... кисть растет вот так? Да, ну цветет. Фазу цветения. До цветения она вытягивается, потом наливаются плоды, ну, удлиняется вот эта ножка. Из-за этого, из-за того, что она растет под острым углом. Затем набирается масса и резкий происходит. Резкий перелом вот здесь. И, соответственно, хуже начинается отток, и плоды не набирают нужной массы. Либо вообще не нарастут, либо у них хуже. Для этого поэтому помогает в таких ситуациях кистедержатели. То есть у нас в этой теплице вот такая проблема была, поэтому мы ее решали кистям, но их нужно вешать на стадии цветения, вот только начало цветения. Потому что, когда уже утолщается, мы травмируем самой клипсой ножку, плодоножку вот эту. Миша, и пока мы еще здесь вот рядом, расскажи, пожалуйста, вот трубки у вас такие интересные лежат по земле, да? Да, здесь у нас в этой теплице первый год у нас отопление, поэтому это у нас трубка отопления. Вот. И котельная у вас есть? Да, есть отдельная котельня, которая топим, получается. Это первый год опыт, по сути. В прошлом году без отопления мы выращивали, весной высаживались. В этом году решили 2 оборота, поэтому с отоплением, поэтому уже в феврале высаживали. То есть на каждый ряд идет наземное отопление, по сути, то есть, да? Оно, по сути, греет и воздух. Но во-первых, это функция нагреть землю в районе корня высадка, то есть даже не на глубину, а хотя бы глубину горшка прогреть сантиметров 10. Я смотрю, горшок у вас крупный был, большой, да? Пол-литра, 0,55. В пол-литровом горшке То есть выращивали в 160-й кассете рассаду. Через 20... Да, посев был в 160-ю кассету. Через 25-26 дней сделали перевалку в горшки. А по схеме расскажи, пожалуйста, сколько между рядами? Здесь схема широкая, междурядье у нас 1,30 м. Вот это междурядье у вас 1,30 м, да? Проход. И между двумя спаренными рядами 50 сантиметров. На стадии рассады мало света было, пасмурные дни. Первая кисть высоко заложилась, соответственно, последующие уже, то есть у нас до шпалеры всего 5-6 кистей. И хотелось бы 7-ю, 8-ю, то для того, чтобы сразу не прищипывать, мы верхушку наклоняли. Немножко наклонили верхушку. Да, и крепили клипсами. Закрепили вот клипсами. Вот, и по сути вот туда получается 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я. Вот они, шмели. Специальная подставочка. Расскажи, пожалуйста, что, откуда, для чего? Шмели. Шмели нужны для опыления томата. Особенно для первого оборота в зимнее время, когда влажно, сыро, холодно в теплице. Пыльца влажная, она плохо опыляется. Соответственно, у людей многих проблема с тем, что первая кисть хуже завязывается. То есть вместо там 5-6 полноценных плодов, зачастую 3-4 может завязаться, и вплоть до 1 даже. Вот. Поэтому люди применяют либо химическое туканье, либо биологическое при помощи шмелей. Плюс шмелей в том, это у нас шмели от компании Коперт, голландские. Вот. Представители у нас в Украине это компания Росана, вот, и Елена Болтовская. Плюс у них в чем? По сравнению с пчелами, с другими насекомыми опылителями, это в том, что хоботок длиннее, да? Нет, шмель начинает летать
при плюс 6, плюс 8 градусах. Мгм. То есть ни одна пчела в такое время не летает. Даже если взять позднее весеннее, грубо говоря, весну, то все-таки шмель, даже если не брать для зимнего выращивания, а даже вот весенний, то шмель все-таки лучше, потому что он при низких температурах уже работает. Мгм. Он подлетает, кусает, собирает пыльцу с цветочка и, соответственно, производит стопроцентное запыление. То есть Мгм. на такую теплицу, вот такой маленький смарт-улик, они есть большие, вот, но нам-то достаточно для такой теплицы. И сколько? Один улик, да? На Да. теплицу? Один улик, да. Ну, на площадь, на 4 сотки с головой его хватает. Даже на маленькую, где 2 сотки, его тоже хватает. Хотя Мгм. в зимнее время видно, что им не хватает еще цвета. А что это у вас желтенькое, вот я вижу? Это тоже от компании Коперт липкие ловушки. То есть здесь они больше с целью мониторинга. То есть они могут выполнять функцию и защитную в том формате отлова насекомых-вредителей. То есть грибных комариков, трипсов, мушек Что сейчас разных. на них? Ну, в основном это комарик, который от влаги, он, получается, откладывает яйцо в влажную почву, он любит влагу, и личинка, червячочек такой, он может повреждать корневую А, систему. ну это грибной комарик. Да, да, Ага. то есть то, что может В вредить. рассаде вредит Да, он да, в да, основном, да? Ну, большим растениям он уже не вредит, но тем не менее лучше его отлавливать, потому что иногда А чем вы с ним боретесь, кстати, на рассаде? Если не появляется? допуская переувлажнения кассет. А. Элементарно, просто, понимаете, иногда даже, ну, можно применять и инсектициды какие-нибудь, да, Типа акторы, да? Вот да, многие да, проливают. системного действия, либо же какого-нибудь фосорганика, там, я не знаю, актелик можно тоже, он и фумигантное немножко действие оказывает, но элементарно с ним бороться именно, это не такой агрессивный вредитель, но тем не менее, просто не допуская переливов. Я понимаю, все не рассказать в одном таком формате. Но вот первую подкормку когда бы ты советовал делать? Вот высадили после рассаду. Сразу после высадки. Вообще кормить рассаду, вообще нужно кормить саму рассаду. С каждым поливом на рассаде нужно давать удобрения, чтобы растения изначально уже были мощные, готовые к росту. После высадки правильнее давать сразу же с поливом. То есть не оттягивать второй, третий полив. Но опять же, все упирается в анализ почвы, какая почва у людей и поливная вода какая. То есть, если проблемная вода, тяжелые почвы, то понятно, первые поливы желательно все-таки водой делать, а дальше уже с подкормками раскачивать куст. Потому что когда растение в рассаде, в субстрате, выращенное в идеальных условиях и попадает в сильно стрессовое, и тут мы еще даем сверху соли, удобрения, то растение еще больше стресс попадает. Поэтому в таких случаях, конечно же, можно водой. В нашей ситуации у нас подкормка была сразу же с первым поливом. Вот я не спросил в начале видео, сколько между кустами? У вас? 35-33 сантиметра. Вот так мало, да? Да. Мы обычно 40-45 как-то. Ну, вот здесь получается где-то 2,8-2,9 растения на метр квадратный получается. Мгм, мгм. Это рекомендованная схема от компании Rixvan, поэтому придерживались их рекомендаций. А на этом мы свое видео заканчиваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели это видео.